Тельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на ноябрь 2023 года. Будем смотреть, чем для вас ознаменуется последний осенний месяц и какие события он с собой принесет. Мы сегодня с вами работаем с колодами Shock Tribe, а также Lenormand Silhouette. Именно эти инструменты нам сегодня будут оказывать помощь и поддержку. Но мы с вами настраиваемся на расклад на совместное чтение карт и посмотрим, что же вас ожидает. Итак, общая энергия месяца. Что вас ждет в плане работы? Финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Сейчас арканы все пододвинем так, чтобы было хорошо видно. И будем с вами приступать. Общие энергии месяца. У вас здесь ложится пятерка мечей. Аркан, который показывает, что здесь вы можете быть или крайне агрессивны, крайне воинственны. Опять же, пятерка мечей — это рубить с плеча. Это может быть желание урыть оппонентов, конкурентов, ваших соперников. Потому что эта карта показывает, как вы видите, да, такой воинственный настрой. Конечно же, она у нас многогранная, многозначительна, но вот здесь, если смотреть по пажу мечей, это с чем сопряжено и связано. У вас это ситуация, когда вы, ну не то чтобы нароете информацию, могу сказать, информация-то придет к вам сама, и она вас настолько обескуражит. Ну то есть это ситуация, когда, допустим, на вас кто-то клеветал, или, может быть, в чем-то пытался вас оболгать, или здесь, если смотреть по этим картам, ну просто какая-то фальшь, ситуация обмана, которая вас выведет из себя. И вы, конечно же, здесь будете отстаивать свое видение, свой авторитет, свои права, может быть, свой интеллектуальный труд, потому что здесь это желание отвоевать. Опять же, пятерка мечей, паж мечей — это ситуация, вот как прояснить, выявить обидчика, недоброжелателей, ну, конечно же, их наказать. Безусловно, эти карты, поскольку обе карты мечевые, могут указывать на ситуацию выявление какой-то проблемы. Например, если вы живете в горячих точках, там, где у нас неспокойно, идут войны или просто там напряжение геополитическое, то здесь смотрите, искать, безопасно ли для вас там находиться, или, возможно, стоит вам переехать на некий период времени. То есть как обезопасить себя от каких-то неблагоприятных обстоятельств. Еще, если с точки зрения состояния здоровья, эти арканы могут указывать на ситуацию поиска, что стало, допустим, причиной ухудшения самочувствия, или почему там тянет, колет или болит. То есть докопаться до истины, ну и, конечно же, это все убрать. Смотрим с вами работу. По работе у вас ложится аркан Дурак. Новые старты, новые возможности, новые начинания. Для кого-то, возможно, это новые сотрудники. Но, как видите, здесь новые возможности, новые проекты и новые перспективы. Возможно, у кого-то здесь будет новая должность. Так как вы, безусловно, каждый из вас у нас в разных социальных сферах и нишах, кто-то работает, кто-то нет, поэтому будем для вас прояснять ситуацию, что же здесь по факту. Итак, для тех, кто у нас сейчас не работает и по ряду причин работать не может. Четверка чаш говорит о неком периоде застоя, апатичности. Почему? Потому что по дураку вы можете здесь найти работу или подработку, но дело в том, что вас это не будет устраивать, потому что, глядя на эти карты, или не устраивают условия труда, или не устраивает, в принципе, оплата, или сама ниша, сфера деятельности. И это, знаете, как следствие искать дальше, потому что, опять же, дурак – это желание освоить новые навыки, раскрыть свой потенциал, то есть новые возможности. Но четверка чаш говорит, что для этого пока не хватает времени, сил, ресурсов, возможностей, и это может вас несколько так вводить в состояние отчаяния. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, здесь ложится четверка мечей. Дурак и четверка мечей говорят о желании пассивного источника дохода. А именно, вы можете получать навыки, обучение или образование, которое вам позволит действительно развиваться в такой нише и так зарабатывать. Например, кто-то для себя может изучать крипторынки, кто-то может искать для себя вопросы каких-то стартапов, инвестиций. Пусть это будут небольшие заработки, но которые для вас будут стабильными и помогут вам держаться на плаву. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, у вас здесь
по дураку и четверке жезлов – это ситуация прорыва. Почему? Потому что новая должность в коллективе, на предприятии, может быть также новый офис, новое место работы или новые условия труда. Потому что дурак и четверка жезлов показывают на ситуацию, что вы можете работать удаленно, то есть может меняться условия труда или сам график, и для вас эта ситуация однозначно будет в плюс. Если же мы посмотрим развитие событий для тех, кто у нас владеет собственным делом, то дурак и умеренность – это состояние баланса, покоя, это может быть желание для себя открыть новую нишу, новую группу товаров, услуг или продуктов. Но, тем не менее, как вы видите, здесь ситуация у вас продуктивна, все в порядке. Если будем смотреть финансовую сторону вопроса, у вас здесь ложится карта Маг. По магу это очень хороший заработок, это высокий заработок. Более того, как показывает сама карта, здесь грамотное распоряжение доходами, расходами. И здесь однозначно будете на коне. Финансовая сторона вопроса вам благоволит. И вообще, если смотреть этот период, ноябрь месяц, обратите внимание, у вас и работа, и финансовая сторона вопроса, они для вас будут крайне продуктивны. Если будем анализировать вопросы состояния здоровья. Десятка чаш. Десятка чаш – это у нас в первую очередь наследственные заболевания. Или то, что у вас может передаваться респираторным путем в семье. Но сам по себе аркан всегда показывает на ситуацию прекрасного эмоционального, физического, ментального самочувствия. И для кого-то даже актуальные вопросы зачатия и деторождения. Если смотреть вопросы личной жизни, тут двойка чаш. Тут у вас идеально, потому что двойка чаш, конечно же, это союз, это единение, это новые возможности, это, знаете, как примирение, если у кого-то были ссоры, конфликты, а для кого-то, возможно, новое знакомство. Давайте смотреть, так ли это и как будет для вас развиваться цепочка событий. Для тех, кто у нас свободен, таки да, смотрите. Тельцы, дождались. Вот кто свободен и очень хотел знакомств, отношений, ноябрь в этом плане вас непременно порадует. Потому что здесь карта влюбленных говорят о ситуации обретения второй половины. Вне зависимости от этого, мужчина вы или женщина, знаете, как найти свое отражение, свое второе я. Если же смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то паж монет – это как новый опыт, это присматриваться друг к другу, это ситуация для кого-то зачатие, деторождение, продолжение рода для кого-то актуально. Здесь опять же по пажу монет выстраивать рациональные отношения, которые устраивают вас обоих. И если просматривать ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, здесь у нас ложится семерка монет. Семерка монет – это ожидание результата. Это ситуация, когда вы совместно что-то планируете, идете к какой-то цели, достигаете новых возможностей. Но здесь, если мы будем смотреть, действительно месяц для вас стабильный, перспективный и комфортный. Анализируя рекомендации от карт, мы здесь видим, что ложится восьмерка чаш. Карта, которая вас призывает что-то оставить негативное в прошлом. Уйти, возможно, от неприятных либо токсичных людей или обстоятельств, которые в чем-то вас ограничивают. Для кого-то это может быть ситуация переезда, смены места жительства, и, конечно же, ухода от каких-то сложных или конфликтных моментов. То есть, у вас может быть даже, знаете, как такая вот позиция. С одной стороны, что-то оставить за плечами, но с другой стороны, смотрите, как он оглядывается и так ехидно улыбается. Такая позиция. Не я прощаю, Бог простит. Вот это могу сказать, если глядя на ваши карты, может быть такая позиция по отношению к вашим конкурентам, оппонентам или вашим обидчикам. Давайте смотреть и анализировать с вами неожиданность периода. Что же здесь? Звезда, коса, мужчина. И дно колоды карта рыбы. Во-первых, если смотреть по этим картам, это как собирать урожай, достижение цели или мечты, опять же, благодаря новому партнерству или сотрудничеству, потому что карта рыбы – это еще хороший заработок, новые возможности. Опять же, звезда, коса, мужчина – это выйти как на пьедестал, новые цели, новые задачи, новый уровень достижения каких-то благ, возможностей, социального роста. Далее, и здесь звезды, коса, мужчина – это как
в большей степени это, конечно, будет актуально для девушек и для женщин, когда вы своего партнера пробили на чувства или на эмоции, потому что дно колоды, видите, падает карта рыбы. То есть, иными словами, вывести на чистую воду, выяснить, что человек вам чувствует. Для кого-то неожиданная удача – это обретение мужчины такового. Но в целом здесь еще месяц для вас будет продуктивен на какие-то подарки, приятности, сюрпризы. Поэтому действительно, несмотря на, как говорится, ложку дегтя в бочке меда, но месяц у вас прекрасный. Поэтому пусть он таковым и будет. Мы вам так и закроем. А вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать и напишите, как для вас отыграется эта информация по факту. Мне будет интересно вас почитать, но я думаю, другим тоже посмотреть, послушать. Резонируют, у кого расклады по Солнцу, у кого по асценденту, то есть какая, в принципе, информация идет. Поэтому благодарю вас за просмотр, за то, что вы остаетесь со мной, следите за моим каналом, помогаете его развитию. Я, в свою очередь, постараюсь вас также баловать новыми видео. С вами не прощаюсь, до новых встреч.